Всем привет! Вы на канале MyPetsPlanet, и в этом видеоролике я проведу снова небольшой эксперимент, а именно посмотрю реакцию различных насекомых на шампиньон, на гриб. Вообще, эксперимент, кстати, поначалу показался мне достаточно очевидным, но на деле все вышло иначе. Первыми будут кивсяки, крымские кивсяки. Помещаем гриб к ним в контейнер. И я был уверен, что кивсяки будут его есть, так как они обитают там, где он и, собственно, произрастает. Они в дикой природе вполне могут найти себе подобный гриб. Но по какой-то причине кивсяки отказались его есть. Они просто по нему поползали пару раз, ну и игнорировали. Следовательно, гриб можно было смело убирать, чтобы он не испортился. А вот на морковку, которую я им также предложил, они обратили куда больше внимания. Следующий на очереди это мокрицы-броненосцы, также из Крыма. Помещаем гриб к ним в контейнер, и тут они сразу на него накинулись. Попутно я им также предложил морковку, но большее желание они проявили все же к ней, чем к грибу. Кстати, кивсяки являются, какими-никакими, но все же родственниками мокриц. По какой-то причине они не ели гриб, а мокрицы с удовольствием ели. И как видите, проделали за короткий срок такую большую достаточно дырочку. Поэтому я отрезал небольшой кусочек гриба и поместил его в контейнер, чтобы мокрицы могли полностью наесться. Следующие также мокрицы. Это такие голубые мокрицы из Крыма. Их, кстати, часто содержат как домашних животных. Латинское название произносить не буду, уж слишком оно сложное. Кстати, эти мокрицы, как по мне, достаточно красивые, имеют такой голубоватый окрас и бегают достаточно быстро. Помещаем сначала большой гриб к ним в контейнер, а затем маленький кусочек. Ну и как видите, мокрицы с удовольствием начинают его поедать. Ну а тут я решил, так сказать, просто так проверить реакцию Tetramorium bicarinatum на такой гриб. Конечно, я знал, что муравьи вряд ли станут его есть, все-таки это не их рацион. Муравьи просто поползали по грибу, но есть его, конечно же, не стали. Лучше предложу им знахаря или мучника с сахарным сиропом. Уж его они точно поедят. А напоследок предложим гриб знахарю. Уж эта кормовая культура ест все. Яблоки, бананы, хлеб, груши и вообще все подряд. Так что и от гриба они не отказались и, как видите, сразу на него накинулись. Буквально за минуту они полностью облепили гриб. Посмотрите, что с ним стало. Конечно, весь гриб я им не отдам, но пару кусочков все-таки кинул. Следовательно, можно сделать вывод, что, например, мокриц можно когда-нибудь, но все-таки угостить таким кусочком гриба в качестве деликатеса. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet.